Всем привет! Это видео будет посвящено стеблям, листьям и чашелистику. Для этого нам понадобится два вида иранских фоамирана: зеленый, темный и оливковый. Также небольшой кусочек зефирного фоамирана, все это 1 мм. Зефирный фоамиран у меня оранжевый, вы можете взять любой расходный зефирный фоамиран светлого цвета, потому что мы будем его окрашивать. И краски, конечно, нам понадобятся: зеленый, темный, несколько оттенков желтого. Здесь у меня охра, здесь желтый, еще один оттенок зеленого, так как мы будем перемешивать. Акриловый лак или лак для ногтей. Также нам понадобится молд чашелистика. Если у вас такого молда нет, можно использовать просто шарики на 3 или на 4 сантиметра. Если возьмете на 4, просто можно будет вырезать немножко поменьше. Если на 3, ну то и хорошо. Также нам понадобится масляная пастель зеленого цвета 232, 233, коричневый 236, желтый 201 и красный 208 номер. Также нам понадобится проволочка. У меня здесь 0,6 мм, белые бумажные обмотки. Ножницы, конечно, клеевой пистолет и стержень, утюг и все, в общем-то. Ну и, конечно, кисти для окрашивания. Это все, что нам понадобится. Поехали! Первое, что мы сделаем, это стебель. Нам нужно сделать плотный стебель, чтобы он был похож на настоящий пионовый. Это примерно 8-9 мм, то есть он такой довольно-таки плотненький. С помощью флористического рукава у нас это не получится, поэтому мы уплотним его с помощью зефирного фоамирана. Вырезаем прямоугольник из 1-миллиметрового зефирного фоамирана где-то 16 на 15 сантиметров, плюс-минус. Здесь особо можете не стараться, мы все это будем прогревать и растягивать, поэтому все примерно. Вот такой прямоугольничек. Может быть, у вас есть какой-то остаток, который мы тоже потом сможем использовать. Итак, берем утюг, берем губку и прикладываем на утюг. Очень быстро нагреваем. Поехали. Прикладываем. Прямоугольник покрывает весь наш утюг очень быстро. И начинаем закручивать полосочку. Если будут вот такие заломы, ничего страшного, это нам даже на руку. Я буду делать быстро, потому что фоамиран очень быстро остывает, его нужно хорошенько разогреть. Итак, вот такой получился. Теперь растягиваем очень хорошо. Будьте внимательны, здесь не нужно делать заломов, здесь у нас должно быть круглое, вот на этом месте должно быть круглое основание. Растягиваем, видите, какой у меня длинный получился. Вот такого размера я бы и хотела. Здесь, внимание, когда будете растягивать, не зажимайте фоамиран, иначе он будет плоский. А нам нужно, чтобы был вот такой круглый. Это будет основание наше у стебля возле чашелистика. Поэтому чем аккуратнее вы его сделаете, тем красивее получится. Обратите внимание, стебель у нас получился неоднородный, вот с такими как бы прожилками, что тоже дает такой эффект реалистичности. Поэтому этот способ очень классный для создания стеблей. Отрезаем лишнее. С этой стороны будьте аккуратны, потому что это будет уже прилегать к нашему чашелистику. Убираем лишнее. Внутри тоже можно сразу подрезать, чтобы не мешали лишние слои фоамирана. Убираем. Вот такая красота. Проволочку, которая была у нас, помните, здесь мы вставляли для удобства. Продеваем плотную проволочку в стебель. Продеваем очень аккуратно, ровным краем проволоки. Надеваем как носочек, постоянно прокручивая, тем самым пробивая внутри слои фоамирана, и старайтесь не выходить за края, потому что если вы очень сильно надавите, то будет отверстие здесь уже, а нам этого не нужно, поэтому надеваем аккуратно, как носочек, продеваем. Вот видите, может быть такое, поэтому нужно быть предельно аккуратными, чтобы не проделывать отверстие в стебле.
Вот такая красота у нас получилась. Итак, мы здесь вставим. Обратите внимание, какой красивый переход. И здесь будет у нас чашелистик. Поехали дальше. У чашелистика пиона есть 6 деталей. 3 из них состоят из круглых форм, и 3 из них состоят из лепесточков. Вот таких. У меня есть еще вот такой молд. Для удобства я сделаю с помощью него. Вам приготовлю выкройки. То есть у меня будет один вот такой небольшой листик и 2 побольше. Поехали. Вырезаем небольшой прямоугольник под губку. Нагреваем на утюге и проходимся по молду. Точно так же можно сделать из шарика. Один я сделаю из шарика для примера и 2 на молде. Нагреваем фоамиран чуть дольше, чем зефирку, и отпечатываем. Сейчас мы работаем с иранским фоамираном. Он намного плотнее, поэтому с ним нужно усилий побольше. Вот такой отпечаток у нас получился. И теперь давайте сделаем на шарике. Ну, такой побольше, чтобы было хорошо видно. Итак, разогреваем и прокатываем на шарике. Угу. Все, вот такие чашелистики у нас получились. Вырезаем. У меня получился немножко побольше, поэтому я его просто вырежу. Сейчас покажу вам как, чтобы было понятно. Вырезаем. У пиончика на верхней части чашелистика делаем такую фигурную скобочку. Вот видите, носик раз и второй носик фигурной скобочки вниз. Вот такая форма чашелистика нам нужна. Здесь уже дальше можете поправлять, делать чуть больше, чуть меньше, как вам удобно. Аккуратненько вырезаем. То же самое делаем с чашелистиками по молду. Они получились немножко меньшего размера, но я подгоню их все под общий размер. Итак, не забывайте про вот такую фигурную скобочку. И вырезаем. Здесь уже поправляйте как нужно. Итак, переходим к листочкам для чашелистика. Я беру кусочек фоамирана, который у меня остался, и вот этот листик мне нужно будет отпечатать. Нагреваем фоамиран посильнее и прижимаем аккуратно. Это очень молд с тоненькими прожилками, поэтому нужно сделать сильный отпечаток, чтобы он получился красивым. Видите, прожилочки очень маленькие. Это уже профессиональный молд, поэтому с ним нужно уметь работать. Новичкам я, конечно, советую более глубокие прожилки, чтобы у вас все получилось с первого раза. Для лепестков чашелистика я использую более темный зеленый, а для листиков мы будем использовать уже оливковый цвет. Переворачиваем. Максимально экономим фоамиран. Видите, какую тоненькую полосочку я вырезала под этот молд. Ну, здесь уже все хорошо видно. И второй листочек. Молд всегда держите возле утюга, потому что фоамиран очень быстро остывает.
Вырезаем по молду. Ну или по выкройке. Я вам тоже ее приложу. Далее наша задача немного высветлить этот цвет, поэтому наносим желтую пастель номер 201 по всей поверхности. Наносим аккуратно, так чтобы рисунок прожилок был виден. Без нажима, с двух сторон даем небольшой светлый оттенок. Хорошенечко окрашиваем все листики. С двух сторон. И, конечно же, сам чашелистик. Круглую форму обязательно высветляем. Но здесь уже можно высветлить только с одной стороны и тут немножечко сверху подкрасить. Так. Далее нам нужно будет пройтись по краю листьев и круглых форм чашелистика обязательно красной пастелью. Тем самым мы немножечко утемняем эти листья, и когда будем наносить лак, все это смешается и будет очень-очень красиво. Так, проходимся полностью по контуру. Итак, сейчас начинается магия. После нанесения лака вся пастель перемешивается градиентом и приобретает очень красивый цвет. Все оттенки становятся ярче и реалистичней. Цвета пастели как будто перетекают друг в друга. Эффект, конечно, неповторимый, поэтому лак обязательно нужен.
После того, как лак высох, переворачиваем наш бутончик и размещаем заготовки. Круглые части мы должны разместить по 3 сторонам, перекрывая, конечно, все неровности нашего бутончика, чтобы их уже не было видно. Вот таким образом. Далее размещаем листья вверх тыльной стороной, получается, вот так. Вот таким образом мы размещаем наш чашелистик, полностью перекрывая все основание цветочка и создавая реалистичный чашелистик. Ну что, поехали, приклеиваем. Вклеиваем стебель аккуратно, наносим клей сюда и чуть-чуть на внутреннюю часть стебля фоамиран вливаем и аккуратно вклеиваем. Дальше переходим к листьям. Нам понадобится небольшой кусочек той же самой проволоки, которая у нас в стебле, 12 миллиметров. Получается вот такая очень плотненькая. И кусочек зефирного фоамирана любого цвета, светлого. Режем полосочку длиной 5-6 сантиметров, шириной 2-3 сантиметра. Точно так же обрабатываем ее на утюге, но она должна быть ровненькая, без заломов. Здесь прожилки нам не нужны. Работаем очень быстро. Фоамиран быстро плавится, поэтому аккуратно прокатываем на утюге и вытягиваем. Здесь уже должно быть около 2-3 миллиметров ширина.
Растягиваем до упора. Вот такая красота получается. Вот хватит на 2 веточки. Далее точно так же продеваем проволоку. Очень аккуратно, потому что проволочка у нас плотная, а трубочка из фоамирана очень тонкая, поэтому здесь крайне аккуратно, но все получается. Если у вас есть проволока без обмотки, здесь будет даже удобнее, потому что обмотка только мешает. Вот такая веточка у нас получилась. Теперь для нее нужно создать листики. Для листьев мы будем использовать оливковый фоамиран, светлый. Нам понадобится 5 вот таких листочков. Поехали! Вырезаем листья. 3 штучки мы делаем поменьше и 2 чуть-чуть побольше. Поехали. Размеры можете сами на глаз делать.
Вы уже заметили, что я немного преобразовала лепестки, сформировала их. Нужно просто по главной прожилке немножечко подогнуть и здесь в разные стороны чуть-чуть покрутить, и тогда листики становятся уже настоящими. Если в прошлый раз мы немножечко высветляли цвет, то теперь нам нужно чуть-чуть затемнить. Итак, берем зеленую пастель 233-232, наносим на губочку и аккуратно окрашиваем листья с двух сторон. Делаем их чуть-чуть потемнее. Девочки, сейчас внимание, прежде чем мы окрасим лаком и даже по краю красной пастелью, нужно вклеить проволочку. Отрезаем небольшие кусочки, примерно по 2 сантиметра, нам надо будет совсем по чуть-чуть, потом даже лишнее уберем. Отрезаем и вклеиваем фоамиран, потому что после нанесения клея и пастели на нижнюю часть, клей пистолет очень плохо держится, поэтому его нужно заранее наносить и вклеивать. Вкладываем, наносим клей и зажимаем. Делаем так, чтобы белой части проволоки не было видно вообще. Наносим клей, хорошенько зажимаем, убираем излишки клея и подрезаем. Отрезаем все лишнее, так, чтобы у нас проволока вросла в фоамиран. Вот таким образом. Немножко подгибаем, потому что лист будет располагаться вот так относительно стебля. Сразу придаем форму. Точно так же обрабатываем все остальные лепестки, вклеивая проволочку. Один небольшой листик оставляем без проволочки,
чуть позже расскажу зачем. И все вместе окрашиваем по краям красной пастелью, как мы делали это на чашелистике. Дальше можно на нескольких листиках сделать дырочки, как будто их жучки покушали. Наносим пастель сначала на ножницы и потом проделываем отверстие. Можно сделать несколько, можно сделать одно, можно даже немножко прорвать листик и сюда нанести на уголочек коричневую пастель. Здесь уже как подсказывает ваша фантазия, как вам больше нравится. Вот она дырочка. Все сделаю чуть-чуть побольше, чтобы было видно. Вот такая необычная красота. Можно также просто где-то коричневой пастелью пройтись. Это даст свой интересный, необычный отпечаток. Далее окрашиваем опять же лаком. У нас происходит магия, и масляная пастель превращается в такой эффект акварели. Соберем нашу веточку. Итак, после того, как лак высох, мы берем вот этот листочек, который у нас был без проволочки, наносим клей. И здесь чуть-чуть проволочка должна торчать, чтобы наш листик лучше зафиксировался. Обнимаем веточку, перекрываем веточку и проволоку, и все приклеиваем хорошенько. Вот таким образом. Здесь у нас размещается главный листик. Еще клея добавлю. Аккуратно перекрываем полностью все. Далее можно будет срезать лишний клей, и мы, конечно, его тоже закрасим. Отрезаем лишнее. Здесь все закрасится. Итак, если у вас в тот момент, когда вы одевали проволочку на фоамиран, если у вас появились отверстия, вы можете как раз в эти отверстия вставить ваши листья. Если нет, то можно будет просто проделать проволочкой. Отрезаем примерно 1 сантиметр от основания листика, больше нам не надо, и размещаем вот таким образом. Главный листик впереди и 2 по краям. Аккуратненько вставляем. Вот такая веточка у нас получается. Пока мы не крепим клеем, давайте сначала окрасим нашу веточку и потом приклеим. В принципе, можно сначала вклеить, потом окрасить, здесь без разницы.
Прикладываем нашу веточку к стеблю. Точно так же размещаем в удобном месте. У меня это вот где-то чуть ниже чаши листика. Ну, примерно на 3 части разделите свой пиончик. И на 1/3 я разместила большую веточку. Дальше я хочу разместить чуть выше, ближе к чаше листику, один листик. Вот примерно сюда. Друг напротив друга. И еще один листик я размещу вот здесь внизу. Вот таким образом. Все это фиксируем клеем и будем окрашивать наш стебель и веточку. Окрашивать пока не будем, потому что нас ждет еще один урок и еще один сюрприз.